Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня 31 декабря 2021 года. Этот агрогороскоп завершает наше видео, посвященное кратким обзорам всех агроопераций, дел в доме и дел для улучшения здоровья в определенных знаках зодиака. Но это видео особое. В нем мы расскажем о первых 4 днях нового 2022 года. И в эти дни попадает важное космическое событие – новолуние 2 января в знаке Козерог. Дни Гекаты перед рождением Луны – это отличное время для подведения итогов уходящего лунного месяца, а можно и подвести итоги всего 2021 года. А уже 3 января мы можем планировать свои важные дела на январь и даже на весь год. Новая рожденная Луна поможет нам осуществить намеченное. По раскладу энергий этих дней для семян, для растений это время почти одинаково для всех агроприемов, но есть несколько отличий. Давайте подробно рассмотрим эти дни. 1 января Луна будет в знаке Стрелец. Это время Гекаты. Посевы, посадка рассады, ничего мы не проводим. И в саду, вот что единственное, что можно делать и заниматься, если, конечно, погода позволяет, можно обрезать садовые растения. Перед новолунием и хороший знак очень хорошо для растений. Зеленые операции не проводим. Это тем более касается наших комнатных растений. Перед новолунием не беспокоим их. Зато для цветов. Цветы – это наши рассадные растения на окошках, на подоконниках, в доме. Это та наша рассада, эустомы и многих других цветочков, а также комнатные цветы. Для них актуальна защита от вредителей. Сейчас очень этот вопрос актуален. Будьте внимательны. Профилактика. Поливы в Стрельце в знаке стихии огня бесполезны. Подкормки тем более в это время не проводим. А вот что касается заготовок, то это замечательное время для заготовок. Очень хорошо готовятся консервы и потом хорошо они хранятся. Квашение не проводим в Стрельце. Сухая, острая, горькая такая капуста получается. Настойки тоже не делаем. В это время перед новолунием нет смысла закладывать какие-либо программы. Здесь время Гекаты. Рыбалка уже не проводите. Не идите на рыбалку, не тратьте время перед новолунием. И далее на растущей луне у нас просто есть друзья, которые говорят: новолуние никогда хорошей рыбалки не бывает. Не тратьте время. Ну и пикировку тоже не проводим, мы ее вынесли в конец. Конечно, уже надо будет ее переставлять сюда, к рассаде. Теперь рассмотрим 2 дня, это новолуние и снова же день Гекаты. 2 и 3 Луна будет в знаке Козерог. Значит, мы, хотя хороший знак, но мы в знаке, когда знак находится при моменте рождения Луны, а также во время Гекаты, никаких посевов не проводим. Рассаду тоже не высаживаем и пикировку не проводим. А вот в этот период и знак хороший, и новолуние можно обрезать садовые растения. Делайте эту работу, причем это нужно будет завершить уже 4-го. Далее растущая Луна не позволяет нам эти процессы, агроприемы проводить. Зеленые операции, пожалуйста, пока не проводите. Очень сложное вот это рождение Луны, и оно отражается на растениях. Для цветов снова же актуальна защита от вредителей и от болезней. Профилактика, причем комнатные и такие цветочки, все они сейчас в комнате или в теплицах. Пожалуйста, защищайте от различных вредителей. А вот в Козероге как раз поливать сейчас очень хорошо. Поливы проводим, а вот подкормки не проводим, потому что в это время растения не принимают удобрения. Это время перепрограммирования, отключения любых программ. И оно не в состоянии корнями растения наше брать вот эти удобрения, которые обычно мы заливаем в поддончики или
под корешок. Будьте внимательны, не проводите подкормки. И всего несколько дней подождите, а потом, пожалуйста, будем, когда растущая луна начнет работать, тогда мы сможем использовать вот этот агроприем. Зато заготовки различные, все очень хорошо будет храниться, заготавливаете. И вот этот момент очень важный. В Козероге супер время, независимо от того, какая фаза Луны, новолуние или полнолуние, квашение капусты получается идеальным, очень вкусно в Козероге получается. В этом убеждались мы не один раз и наши многочисленные зрители. Но настойки не делаем в это время и рыбалку тоже не советуем, пикировку не проводим. Завершается у нас вот этот период агрогороскоп 4 уже января во вторник. Это уже будет знак Водолей. Но еще время Гекаты. И совпадает Водолей не посевной, не посадочный и Геката. Поэтому никаких посевов, никакой рассады, пикировки, ничего не делаем. В саду это завершающий день, когда можно обрезать садовые растения. Вот этот период, связанный с новолунием. Еще зеленые операции не проводим. И занимаемся защитой всех растений, которые находятся у нас в доме или в теплице. В знаке Водолей, в отличие вот этого знака Дня корня, Водолей не поливаем растения, не подкармливаем. Это знак стихии воздуха. А в воздухе при поливе клеточка начинает задыхаться. И вот мы поливаем, естественно, под корень, корни начинают гнить. Перенесите или раньше польете, или же перенесите на поздний более период. Зато заготовки прекрасно получаются, хорошо хранятся. Квашение уже все. Вопрос закрыт. Квашение в Козероге заквасили. У нас есть отдельный агрогороскоп для квашения капусты. Мы уже этот вопрос рассматривали. Пожалуйста, следующий период уже в середине месяца будет. Так что недолго осталось ждать. Квашение не проводим, настойки не делаем еще. Рыбалка тоже не пойдет в это время, потому что рыба любит убывающую луну, спокойствие, и тогда она очень хорошо луна для дома и для здоровья с 1 по 4 января 2022 года, время московское. Итак, в субботу в Стрельце печка будет отлично гореть, камин растапливайте, дыма не будет. А вот тесто перед новолунием, вне Гекаты, очень медленно всходит. Поэтому внимательно отнеситесь и к температуре, и к количеству дрожжей, к тому, что вы делаете, чтобы не переохладить тесто. Очень медленно обычно всходит тесто в это время. Рукоделие в Стрельце не приветствуется. Стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос. Вот эти виды операций с нашими волосами и с нашими ногтями не проводите перед новолунием. А вот мыть волосы можно. Очистка кожи, если кто-то начинал утром, вот это как раз 1 января утром завершающая процедура. Если же вы начинали вечером, то вы вечером 31-го завершаете очистку кожи вот этих процедур. Далее уже на растущей луне и сама новолуние эта процедура не проводится. Ремонт в Стрельце можно проводить, а также проветривать вещи тоже очень хорошо в это время. А вот что касается стирки и уборки в знаке Стрелец, ну, если уж сильно намусорено, то, конечно, нужно убрать. А вот стирка в Стрельце очень плохо получается, потому что это знак стихии огня. Ну, пятновыводители, если уж так срочно нужно, можно использовать. Идем дальше. Козерог 2 и 3. Практически одинаковые дела можно делать. Это воскресенье и понедельник. В Козероге часто бывает дым в печке, или же, если будете растапливать камин, знайте это и по чуть-чуть сухие дрова или сухой спирт начинаете растапливать. И затем прекрасно будет выброшена вот эта воздушная пробка из дыма хода, и будет все хорошо. Тесто по-прежнему в новолуние очень медленно всходит. Рукоделие зато в Козероге, вот праздник, можно посидеть, повязать, повышивать. Вот это все творческие дела очень хорошо в Козероге получаются.
Снова же все дела, связанные с волосами и с ногтями, в эти дни, это и стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос, пожалуйста, ничего этого не делайте. Это осложнит ваше здоровье и вашу жизнь. Не срезайте в это время ничего лишнего. Чуть-чуть позже уже это можно будет сделать 4-го. Мытье волос, конечно же, можно это делать. Очистка кожи, вот эти процедуры, все с новолуния, заранее мы завершили, и вот с этого периода мы не делаем никаких процедур. Что касается ремонта в Козероге, его лучше не проводить. Проветривать вещи тоже, даже если ветер и солнышко, мороз, лучше этого не делать. Притягивает влагу вещи наши и заносишь влажные, хотя аромат хороший, но влажные вещи надо еще досушивать. Что касается стирки, конечно же, в новолуние лучше и не стирать, и не убирать. В это время само тело и все технические наши помощники требуют отдыха. Поэтому в этот день, вот именно 2-го, ничего не делайте, а вот уже 3-го можно и стирать, и убирать. Кстати, в Козероге это хорошо получится. Луна уже почти родилась, практически родилась, хотя время Гекаты, но это можно уже делать. И завершается 4 января Водолея этот у нас обзор. Во вторник печка Водолея стихии воздуха будет гореть хорошо. Тесто уже пойдет быстрее, дело со всходом, и качество теста очень хорошее будет. Но вот здесь момент, когда обычно делаешь в стихии воздуха, то нужно чуть-чуть меньше муки, или же чуть-чуть больше жидкости, или воды, или молока, на котором вы вот замесиваете тесто. Вот этого нужно чуть-чуть увеличивать. Рукоделие уже завершилось, можно завершать какие-то вещи, а вот начинать в это время не рекомендуется. Вот стрижка волос, пожалуйста, в это время уже можно начинать. Стрижка ногтей, покраска только органическими. Переходите на органику, берегите свои волосы. При любом знаке, конечно же, химия очень плохо влияет на наши волосы и на нашу голову и весь организм. Но уже покраска, пожалуйста, открываем сезон покрасок и работы с волосами. И мыть волосы тоже очень хорошо. Очистка кожи, вот этот период до полнолуния, до сожженного пути полнолуния мы пока не проводим. Ремонт прекрасно Водолеи, проветривание вещей хорошо сухнет. Стирка, вот прошу обратить внимание, если пятновыводители используете, качество, конечно, будет не очень хорошее, но так как это после новогодних праздников и нужно постирать, можете стирать. Уборка очень хорошо, тоже используйте этот день для того, чтобы привести дом в порядок. Луна для здоровья. 1 января Луна будет находиться в знаке Стрелец. И по-прежнему, пожалуйста, берегите свою печень, не увлекайтесь алкоголем, копченостями, жирными продуктами. И лекарства тоже исключайте. Просто-напросто в это время очень будет уязвима печень. Не перегружайте ее. Также в это время уязвимы тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Питайтесь, пожалуйста, нежирными сортами мяса. Рыба, различные блюда из рыбы. Используйте для приготовления растительные масла. Хорошо в это время молочные, кисломолочные продукты. Различные орехи, морковь, свекла, топинамбур, капуста. Различные зеленые, какие у вас есть на подоконнике или в теплице. Зеленушка разная. А также хорошо в это время овощные супы, горох готовьте, фасоль, чечевица и различные каши. 2 и 3 января это дни новолуния и Гекаты. Луна будет находиться в знаке Козерог. И в это время уязвимы желчный пузырь. Помните, 1 была печень, сейчас желчный пузырь. Это тоже подсказка, чтобы не увлекались различными алкогольными напитками, кофе, шоколад, жирная жареная еда, острые соусы, много соли, майонеза. Исключайте вот эти продукты в эти дни.
Также в дни нахождения Луны в Козероге уязвимы скелет, костная система, а значит кости, суставы, сухожилия и особенно колени. Берегите, пожалуйста, вот эти органы, практически берегите себя полностью, все свое тело. Не перетруждайтесь, это новолуние, тем более в Козероге. Что можно из питания? Снова же постное мясо, яйца отварные, морская рыба, растительные масла, молочные, кисломолочные продукты, орехи, морковь, свекла. Вот это время хорошо лук использовать. Из лука различные продукты, капусту, клюкву, гранаты. И в это время вот Козерог любит макароны, изделия, а также свежие и вареные овощи. И очень хорошо в это время чай из шиповника. 4 января 2022 года Луна будет находиться в знаке Водолей, а в это время уязвимы ноги. Это лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног и сердечно-сосудистая система. Напоминаю, что именно в дни, когда Луна находится в знаке Водолей, бывают вот эти судороги икроножных мышц, а также достают боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени. А также в это время обостряются тромбофлебиты. Запомните где-то, себе запишите. Очень внимательно к этим органам и к этим проблемам. Ну, а что можно из питания? Вот сейчас можно уже любое мясо, шашлыки, колбасы, консервы, рыба тоже любая. И какая есть в холодильнике или наловили, здесь все, рыбопродукты, рыба, все подходит. Каши очень хороши, гречневая, пшеничная, овсяная, полезны проростки зерновых и бобовых, а также хлеб с отрубями. Ну и очень в это время полезны свежие овощи и фрукты, но без термической обработки. Пейте в это время какао, оно очень полезно. А также используйте в питании орехи, мед, сухофрукты, молочно-кислые продукты, фасоль, сою, чечевицу, чай из ромашки и каркаде. Откажитесь, пожалуйста, в эти дни, и так много нагрузка, смотрите, какая после перерыва, нужно отказаться от сладостей, от продуктов из крахмала, от газированные воды исключайте в это время, и консервированные напитки, и магазинные, и свои тоже. А также откажитесь в это время от шоколада, картофеля и грибов. Вот и завершается время, отведенное для сегодняшнего видео. Мы вновь встретимся с вами уже в следующем году, утром 1 января 2022 года, и это будет уже завтра. Пусть эти сутки, отделяющие всего-навсего 2 года, будут для вас счастливыми, мирными, радостными. Именно этого желаем вам мы, авторы этого канала Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых, приятных и плодотворных встреч на нашем канале в 2022 году. Пока-пока!